Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам свою коллекцию фильмов известного американского режиссера Мартина Скорсезе. Это достаточно известное имя, и вы, скорее всего, знаете. Например, совсем недавно он выпустил свою картину «Убийцы цветочной луны», в которой снялись Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. И поэтому я хочу вам показать, какие же фильмы данного режиссера есть у меня в коллекции. И самая ранняя картина, которая у меня есть, это фильм «Таксист» с Робертом Де Ниро. Этот фильм вышел в 1976 году, и он принес Мартину Скорсезе золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Такое вот скандинавское издание с двумя дисками. На диске здесь у нас диск DVD с дополнительными материалами и диск Blu-ray, где также есть дополнительные материалы. И этот фильм принес славу как и Роберту Де Ниро, так и Мартину Скорсезе. Далее, следующее кино. 1980 года «Бешеный бык», опять же с Робертом Де Ниро, фильм Мартина Скорсезе. Картина 1980 года, спортивная, снятая в черно-белое. И данный фильм принес Роберту Де Ниро его второй Оскар за лучшую мужскую роль. Фильм 1980 года. Далее. Следующее кино Мартина Скорсезе, которое у меня есть, это фильм 1988 года «Последнее искушение Христа». В данной картине снялись Уильям Дефо в роли Иисуса, а также Харви Кейтель. Данная картина Мартина Скорсезе в момент выхода вызвала большие вопросы к данному режиссеру были, но все-таки данная картина была выпущена. «Последнее искушение Христа». Далее. После «Последнего искушения Христа» следующая картина, которая у меня есть, это фильм «Славные парни», в котором снялись опять же Роберт Де Ниро, Джо Пеши и Рэй Лиотта. Представлен у меня в формате 4К. Фильм 1990 года. «Славные парни». Данная картина тоже была успешная, а Джо Пеши получил за роль в данной картине Оскар. Далее. Следующая картина. Опять же, в фильме Мартина Скорсезе снялся Роберт Де Ниро. Это фильм «Мыс страха» с Де Ниро, Ником Нолти и Джессикой Лэнг. Фильм это у нас ремейк старого фильма с Грегори Пеком, который сыграл здесь камео. И данную картину изначально должен был снимать Стивен Спилберг, а Мартин Скорсезе должен был снимать «Список Шиндлера». Но они как бы поменялись фильмами. Такое оформление на катке. И данная картина «Мыс страха» вышла в 1991 году. И, наконец, последний фильм Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро, который у меня есть, это фильм «Казино», который вышел в 1995 году.
Такое вот издание. В данной картине у нас снялись Роберт Де Ниро, Шерон Стоун и Джо Пеши. И до фильма «Ирландец» 2019 года это был последний фильм с Робертом Де Ниро у Мартина Скорсезе. Далее. Следующая картина, это у нас фильм уже 2000-х, фильм 2004 года «Авиатор», где у нас снялся Леонардо Ди Каприо. Данная картина получила 5 наград премии «Оскар» и 3 награды «Золотой глобус» премии. Здесь у нас снялся Леонардо Ди Каприо, еще один любимчик данного режиссера. Также у нас здесь снялись Кейт Бланшетт, Кейт Бекинсейл, Джон Си Райли, Алек Болдуин и другие известные актеры. Фильм «Авиатор». Далее, от «Авиатора» фильма 2004 года переходим к фильму 2006 года «Отступники». Фильм легендарный Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо, Мэттом Деймоном, Джеком Николсоном. Также здесь у нас снялся Мэтт Уолберг в своей мемной роли. Фильм «Отступники». И данная картина, помимо того, что выиграла Оскар за лучший фильм, она также принесла наконец-то Мартину Скорсезе Оскар как лучшему режиссеру. Поэтому у Скорсезе есть награда лучшего режиссера премии «Оскар». Далее. «Отступники» вышли в 2006 году, а в 2010 году Скорсезе выпустил фильм «Остров проклятых», опять с Леонардо Ди Каприо. Такое вот издание. Также здесь у нас снялся Марк Руффало. Бен Кингсли также снялся. И также у меня есть оригинальная книга Денниса Лихейна, на основе которой был снят фильм. Книга у нас с кинообложки, то есть Леонардо Ди Каприо на обложке. А автор оригинального романа это не первая экранизация. То есть также видим «Таинственная река» Клинта Иствуда, «Прощай, детка, прощай» Бена Аффлека, другие экранизации книг Денниса Лихейна. Далее. 2011 год, и Мартин Скорсезе выпустил фильм «Хранитель времени». Такое вот издание. И в данном фильме 2011 года у нас снялись Бен Кингсли, Саша Барон Коэн из известных актеров. И, наконец, последний фильм Мартина Скорсезе, который выходил на нашем рынке на Blu-ray или DVD. Это фильм «Волк с Уолл-стрит». Фильм 2013 года. Здесь у нас Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл. Из известных актеров. Также у нас снимались Марго Робби,
Кайл Чандер, Роб Райнер и другие. Такое вот издание в слипе. Здесь у нас также 2 диска, Blu-ray с фильмом, а также DVD с дополнительными материалами. И помимо фильма у меня также есть и книга, по которой был снят данный фильм. Книга Джордана Белфорта «Волк с Уолл-стрит». Это достаточно толстая книга, 700 страниц. Видим на корешке Леонардо Ди Каприо. То есть у нас это кинообложка. И здесь достаточно много всего в книге есть. Это был последний фильм Мартина Скорсезе, который у меня есть. А на этом все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. И пока.